Привет, Арми. Вы готовы? Потому что сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом историческом моменте для фандома за последние годы. Моменте, который возник из ниоткуда, без предупреждения, без какой-либо широкой огласки, но он сумел заставить весь фандом замереть. Все началось в, казалось бы, простого, прямой трансляции лидера BTS, RM. Трансляция, которая поначалу казалась обычной, как это часто бывает с Намджуном. Он сидел сложа руки, с мягкой улыбкой, и говорил о мелочах жизни, таких как музыка, книги или простые жизненные философии. Но кто бы мог подумать, что за этим спокойствием скрывается фраза, которая потрясла весь фандом. Арми, которые давно следят за BTS, наверняка знают, насколько ценно каждое слово Ким Намджуна. Он не из тех, кто говорит просто так. Каждое его слово, кажется, прошло через глубокий, значимый процесс и часто содержит скрытое послание. И на этот раз послание прозвучало особенно убедительно. Во время прямой трансляции RM произнес мягким, но многозначительным тоном: Тэхён и Чингук хорошо себя чувствуют, как и остальные участники BTS. Они заняты своими делами. Мгновенно комментарии к его трансляции заполнились одними и теми же именами – Тэхён и Чингук. Арми по всему миру мгновенно отреагировали, тысячи сообщений заполонили прямую трансляцию. Они снова вместе. Что-то готовится. Это знак возвращения. Вопрос за вопросом возникали, потому что эти два имени всегда занимали особое место в сердцах фандома. Тэхён и Чингук – две личности, которые создали невероятную химию с момента своего дебюта. Они росли вместе боролись и часто олицетворяли теплоту BTS. И поскольку в последнее время их редко видели вместе на публике, многие арми скучали по их общению. Слова RM стали настоящим оазисом после долгой жажды новостей о них. Но, видимо, RM не закончил. Спустя несколько минут непринужденной беседы он добавил еще одно предложение. Предложение, которое мгновенно лишило весь фандом дара речи, а затем привело к эйфории и бесконечным теориям. RM сказал: 2026, год Тикук, BTS и ARMY. Это было короткое предложение, но его влияние было огромным. ARMY по всему миру были мгновенно потрясены. Хештег #Тикук 2026 внезапно распространился по всем платформам, появились тысячи смонтированных видео, разрабатывалась одна теория за другой, и многие поверили, Намджун только что намекнул на что-то важное. Потому что, как мы все знаем, RM не из тех, кто говорит легкомысленно. Каждое его слово было пронизано философией, каждое послание – глубиной. Эта фраза была не просто сладким заявлением, призванным умилостивить фандом. Это прозвучало как обещание. Обещание чего-то свершившегося. Для многих армий этот момент стал словно возрождением смутной надежды. После долгого периода, когда участники группы были сосредоточены на сольной деятельности и службе в армии, эта новость прозвучала как новый луч надежды. Особенно, когда он упомянул 2026, год, который, по совпадению, также является годом, когда все участники BTS должны завершить свою военную службу. Поэтому, когда RM сказал, что 2026 год Тэкука, BTS и ARMY, многие почувствовали, это не совпадение. Фандом начал собирать воедино кусочки истории. Намеренно ли RM намекал, что Тэхён и Чингук будут работать над совместным проектом? Или, возможно, они оба окажутся в центре предстоящего грандиозного возвращения BTS? Многие предполагали, что год Тэкука может означать, что промоушен начнется с них двоих, как символа воссоединения и теплоты воссоединения BTS. Интересно, что при ближайшем рассмотрении манеры речи RM в тот вечер была иной. Обычно, упоминая имена участников, он говорил спокойно и ровно. Но на этот раз было кое-что другое. Его улыбка была легкой, но многозначительной, словно он скрывал что-то, что пока не мог полностью выразить. Арми, привыкшие читать выражения лиц участников, сразу поняли, это не просто разговор. И вот тут-то и начались все домыслы. Некоторые армии начали связывать его высказывания с недавней деятельностью Тэхёна и Чингука.
Они заняты своими сольными проектами: Тэхён – элегантной модой, фотографией и джазом, а Чингук – мировой музыкой с сильным влиянием R&B и международной поп-музыки. Но, несмотря на эти различия, многие фанаты заметили нечто интересное. Их визуальные стили теперь кажутся все более схожими. В своих недавних фотосессиях Тэхён и Чингук выбрали мягкие, классические цвета с нотками тепла и таинственности. Поклонники начали задаваться вопросом, совпадение ли это, или они действительно выстраивают визуальное повествование, направленное на нечто большее. В конце концов, в мире BTS визуальные концепции не создаются хаотично. Каждая деталь имеет значение. Слова RM, казалось, стали той яркой точкой, которая объединила все эти маленькие знаки. Для ARMY это было не просто предсказание, это было словно тайное послание, которое могли понять только те, кто искренне следил за историей BTS с самого начала. Простая фраза, но за ней скрывалось море смысла. 2026, год Тикук, BTS и ARMY. Три элемента, которые всегда связаны. Тикук – символ тепла, дружбы и искренней связи между участниками группы. BTS – большой дом, объединяющий все мечты. И ARMY – сила, которая хранит этот свет. Эти слова вызвали у многих слезы. Потому что это было словно услышать сладкое обещание от того, кто знает, как сильно любит этот фандом. Обещание, что после долгого периода тоски придет время вернуться не просто на сцену, а с более крепкой связью, чем когда-либо. Представьте, после многих лет наблюдения за тем, как они идут разными путями, внезапно появляется сигнал, что что-то назревает. Что-то, что может объединить Тэхёна и Чингука для крупного проекта, возможно, дуэта, возможно, международной рекламы или даже документального фильма об их пути. И если это правда, 2026 год может стать самым важным поворотным моментом в истории BTS после окончания войны. Некоторые фанаты даже начали копаться в старых архивах, от интервью, закулисных съемок до старых видеотрансляций, чтобы узнать, намекал ли RM или кто-либо из других участников на это раньше. Интересно, что есть несколько моментов, которые, кажется, связаны между собой. Например, в одном из старых интервью RM сказал, что каждая эра BTS всегда начинается с самых крепких отношений между участниками. И для многих ARMY отношения Тэхёна и Чингука – один из главных эмоциональных столпов группы. Поэтому, если новая эра вот-вот начнется, неудивительно, что внимание будет приковано к ним двоим. Более того, учитывая их путь от неудачливых трейни до мировых икон, отношения Тэхёна – это больше, чем просто коллеги. Они как две стороны одного зеркала. Когда один сияет, другой всегда рядом. И хотя в последнее время их редко видят вместе, всегда есть небольшие признаки того, что они по-своему поддерживают друг друга. Поэтому, когда лидер RM спокойно заявил, что у Тэхёна и Чингука все хорошо, ARMY почувствовали облегчение. Это стало подтверждением того, что, несмотря на расстояние, плотный график и время порознь, их отношения остаются крепкими. Более того, RM подтвердил, что у всех участников BTS все хорошо. Это было важное сообщение, которое успокоило фандом после месяцев слухов и домыслов. Но особенными эти слова сделали последующие. 2026 год станет годом Тикука, BTS и ARMY. Эти слова прозвучали как кульминация всего, через что они прошли. Как будто Намджун дал нам всем сигнал: подождите еще немного. Впереди нас ждет нечто грандиозное. И с того вечера мир фандома уже никогда не был прежним. ARMY начали делиться надеждами, строить теории, переписывать хронологию и даже создавать фанарты и видео, иллюстрирующие возможность грандиозного камбэка BTS в 2026 году с Тэхёном и Чингуком, открывающими новую эру. Потому что, если задуматься, у BTS всегда был уникальный способ выстраивать истории в каждой из своих эпох. От самого прекрасного момента в жизни до «люби себя» и «карты души». У каждого есть свой собственный содержательный сюжет. И, возможно, 2026 год станет новой главой в этой истории. Главой, которая начнется с двух имен, которые так много значат – Тэхён и Чингук. И это сегодняшняя история – ARMY.
Что бы ни случилось, одно несомненно, мы все еще здесь, поддерживаем друг друга теплыми сердцами. Не забывайте продолжать дарить любовь, а не слухи. Потому что за каждой новостью и шумом всегда стоит сердце, пытающееся оставаться сильным. Увидимся в следующем видео. Берегите себя, будьте добрыми и всегда сохраняйте фиолетовый дух живым.